Его звали Дэниел. Он был тем, кто когда-то входил в лучшие залы, чья улыбка блистала на банкетах, а имя звучало в списках самых перспективных молодых бизнесменов. Дэниел управлял частью крупной инвестиционной компании, расположенной в сверкающем небоскребе в центре города. Его костюмы стоили больше, чем машины среднего класса, а вино, которое он пил на переговорах, продавалось только по предварительному заказу. Но все рухнуло в один день. Разговор был коротким и холодным. Без предупреждения, без объяснений, просто указали на дверь. Его партнеры, с которыми он поднимал бизнес с нуля, прогнали его, будто он лишний элемент в тщательно выверенном механизме. Кофе остался недопит, экран ноутбука так и мигал последней строкой незавершенной презентации. Его карточку отключили, а охранник вежливо, но жестко сопроводил к выходу. За стеклянными дверями остался не просто офис, там осталась прежняя жизнь. Сбивчиво дыша, он вышел на улицу. День был жарким, асфальт плавился под ногами, люди сновали мимо, не зная, что всего минуту назад человек на тротуаре потерял все. Дэниел медленно прошел по аллее, не обращая внимания на гудки машин. Он даже не сразу понял, как оказался у одного из знакомых элитных бутиков, именно туда часто захаживала его бывшая любовница, Эмили. Он вошел, как будто инстинктивно, не задумываясь. Она была там, в примерочной, в ярком свете ламп, в дорогом платье. Увидев его, она была удивлена, но не испугана. Между ними осталась прежняя напряженность, воспоминание о том, чего не должно было быть, но было. Они не разговаривали. Все было ясно без слов. Внутри кипела смесь боли, желания и разрушенного доверия. И все бы, возможно, закончилось тишиной, если бы не раздался визг тормозов у входа. Через час после его изгнания у магазина припарковался черный джип. Из него выскочил Адам, муж Эмили, успешный, влиятельный и до этого момента ничего не подозревавший. Его лицо было искажено яростью. Он знал, возможно, всегда догадывался, возможно, кто-то сообщил, или, может быть, увидел в камерах слежения, которые Дэниел же когда-то помог установить. Ситуация накалилась до предела. Люди начали отходить в сторону, охранники замерли, воздух будто сгустился. На этом перекрестке судеб бывший бизнесмен, разгневанный муж и женщина, за которую они оба сгорели изнутри, не осталось победителей. Осталась лишь тишина, в которой рушились репутации, судьбы и остатки доверия. И в этот момент Дэниел понял, потерять бизнес было лишь началом. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.